Привет, друзья! С вами проект Power Device, и в этом ролике мы поговорим о том, как улучшать звук на ваших Android-телефонах. А если конкретнее, я покажу вам и расскажу, что такое аудиодрайвера, которые установлены в вашу систему, каким образом они используются и как их можно улучшить. Итак, первым делом нам нужно обратить внимание на наш плеер, который мы используем в своем телефоне. Это очень важно. Например, сейчас я открыл мощный плеер от Samsung, который вытащен из последних версий One UI 6.0. И если вы не знали, то вот у таких плееров есть связь с аудиодрайверами вашей системы. Сейчас все объясню в ходе видео. Посмотрите, если я, например, также зайду в плеер AIMP, у него также имеется связь со встроенными аудиодрайверами вашей системы. Но, например, плеер от Xiaomi не имеет такой возможности. Он ссылается на обычный эквалайзер MIUI, про который вы, наверное, все знаете. А именно вот такие мощные плееры, они ссылаются на аудиодрайвера Android, которые, как я уже сказал, встроены в систему. И практически на каждом Android-телефоне такие драйвера можно улучшить. Сейчас покажу, как это сделать. Также, кроме телефонов Xiaomi, приведу пример на телефоне Realme. Сразу отмечу еще одну такую важную деталь. Если у вас телефон Xiaomi, то можно зайти в звук и вибрацию, в самом низу звуковые эффекты. Вот здесь можно включать Dolby Atmos, либо Xiaomi Sound. На некоторых телефонах Xiaomi это отличается. Так вот, все, что мы будем проделывать в ролике, это будет сочетаться с этими настройками. То есть улучшение наших аудиодрайверов будет ложиться поверх этих настроек. Они будут работать в сумме. Итак, смотрите, какую очень интересную настройку, или я бы даже сказал трюк, можно провернуть. Нам нужно зайти в приложение Hidden Settings, скачать вы его сможете в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. Вся суть в том, что нам нужно нажать «Управление приложениями» и попасть вот в это меню на Xiaomi. Те, кто опытные пользователи Xiaomi, знают, как зайти в это меню еще другими способами. Например, через Play Market или другие приложения. А на MIUI 13 и 14 это можно сделать через настройки. Но в целом, чтобы не заморачиваться, в них лучше заходить вот таким способом, через Hidden Settings. Также чуть позднее покажу, как это сделать на Realme, там все проще. В общем, здесь нужно нажать еще, показать системные процессы, листаем вниз. Здесь все буквы должны идти в алфавитном порядке. Нам нужна буква A, английская. Вот она пошла, ADB, AI-портреты и так далее. Нам нужно найти системное приложение аудиоэффект. Нажимаем на него. Это и есть системные аудиодрайвера Android. Посмотрите, друзья, эту вкладку мы пока свернем. Теперь зайду в любой плеер, который поддерживает связь с этими драйверами. Например, как я уже сказал, это плеер от Samsung. В этом плеере просто нужно зайти в мою музыку, треки, воспроизвести какой-то трек. Открываем вот эту вкладку с треком. И здесь есть такой значок, и который как раз таки связывается с аудиодрайверами, которые я вам только что показал. Это есть практически на каждом Android-телефоне, их можно включать, тогда звук должен улучшаться. Усиление басов и объемный звук включаются, когда вы подключаете наушники. Теперь смотрите, эту программу я выключаю. Возвращаюсь в наше предыдущее меню, вот она, эта программа и есть. Нажимаю ее «Отключить», отключаю. Возвращаемся в наш плеер. Открываем те же настройки, и они уже у нас не открываются. Мы деактивировали данные драйвера. Друзья, еще раз повторюсь, что много плееров имеют связь с этими аудиодрайверами, но некоторые плееры не имеют такой связи. Вы это должны понимать. На телефонах Realme, Oppo и OnePlus все гораздо проще, чтобы отключить это приложение, наши драйвера. В настройках на вкладке приложения нужно зайти в управление приложениями. 3 точки. Показать системные процессы. В поиске начинаем писать аудио. Вот они, те же самые аудиодрайвера. Аудиоэффект центр. На каких-то других Android-телефонах вы можете поискать это таким же способом. Но, друзья, не все телефоны позволяют это отключить. У меня здесь 14-й Android, и на нем нельзя отключить это приложение. Но это не значит, что здесь нельзя улучшить звук. Сейчас покажу, как это сделать. Пока вернемся к телефонам Xiaomi. В общем, мы отключили это приложение. Теперь, как обычно, в моем телеграм-канале вы можете скачать вот такие файлы. В данном случае это будет Asus Dolby. Устанавливаем его. Кстати, на 14-й Android оно может не установиться, к сожалению. Но, как я сказал ранее, все равно и даже на этих телефонах мы улучшим звук. Все это покажу дальше. Итак, Dolby Atmos от телефонов Asus у нас установлен. Если в него зайти,
нажать «Продолжить», окей, то у нас ничего особого здесь не появится. Это просто драйвера, как вы уже, наверное, догадались. Теперь это приложение можно закрыть. Вернемся в наш плеер, который имеет связь с такими драйверами. В данном случае это Samsung. Воспроизводим трек. Заходим в те же настройки, и у нас уже открывается меню Dolby Atmos от телефонов Asus за место предыдущих аудиодрайверов, которые мы отключили. Бывает такое, что с первого раза его эффекты не применяются. Нужно снять галочку, делаем шаг назад, выключаем трек, то есть нажимаем стоп. Потом закрываем плеер. Можно даже сделать глубокую очистку. Воспроизводим трек. Здесь также есть пресеты для эквалайзера. Если нажать User, можно выставлять свои параметры. Вот эти ползунки активируются, когда вы подключаете наушники. И, друзья, сразу отмечу, чтобы вы сильно не критиковали это приложение. Правильно оно будет работать не на всех Android-телефонах, к сожалению. Все это зависит от вашей модели и от вашей системы MIUI и так далее. Например, на моем Redmi Note 13 Pro Plus, когда мы подключаем этот Dolby Atmos, его сильно слышно только на низкой громкости. Его эффект. А вот на Redmi Note 10 Pro слышно и на высокой громкости. И не торопитесь выключать ролик, сейчас покажу еще более крутое приложение, по моему мнению. Как вы уже заметили, у меня здесь еще есть третье приложение под названием Wavelet. Это очень крутой эквалайзер, одна из последних стабильных версий, и в нем также присутствует связь с аудиодрайверами Android. Сейчас покажу, о чем я говорю. Установите его. Снова зайдем в наш плеер. Нажимаем те же настройки. И теперь у нас предлагается выбрать, что использовать, какой аудиодрайвер, Asus Dolby или Wavelet. Нажимаем Wavelet, разрешить. Здесь закрываем на крестик, делаем шаг назад, воспроизводим музыку, если вы этого еще не сделали. Возвращаемся в те же настройки, Wavelet. И теперь у нас открываются все параметры. Друзья, по своему опыту я вам советую устанавливать и работать именно вот с этим приложением, так как оно точно так же связывается с аудиодрайверами, только работает еще лучше, чем Asus Dolby и чем родные драйвера. Его работу будет слышно как через обычные динамики телефона, так и через наушники. И, друзья, отмечу, что когда вы подключите наушники, здесь откроются дополнительные опции. Смотрите, как здесь реально улучшить звук. Включаем графический эквалайзер, потом на него нажимаем пресеты, в самом низу свой, кликаем на эту полоску и здесь поднимаем частоты примерно вот таким образом. Вы можете напрямую слушать музыку через наушники и регулировать настройки. Советую задирать их чуть повыше середины, примерно вот таким образом, как я уже сказал. Эта программа работает очень мягко, частоты можно задирать, ничего страшного не будет. Не забудьте потом нажать ОК. Ваш эквалайзер настроен. Теперь шагаем назад. Лично я еще включаю виртуализатор. Нажимаю на него и выставляю примерно 27%. После этих настроек слушайте музыку в наушниках, попробуйте отключить эквалайзер. Вы услышите большую разницу. Также с виртуализатором попробуйте его отключить или включить и определитесь, нужен ли он вам. И не забывайте, когда вы это все настроили, что в стандартных настройках звук и вибрация, звуковые эффекты, здесь есть еще дополнительные настройки. Поверх попробуйте настроить их. Лично я на своем телефоне Redmi Note 13 Pro Plus оставляю Dolby Atmos и больше ничего здесь не трогаю. Ну и конечно при этом я слушаю музыку через Samsung и через драйвера Wavelet. Звук со всем этим получается гораздо мощнее, чем без этого. Например, на моем Realme с 14 андроидом я захожу туда же, здесь можно выбрать Wavelet, либо настройки Dolby, родные. Здесь они включаются только тогда, когда мы подключим наушники. Думаю, это понятно. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Power Device, чтобы не пропускать вот такие приложения и ролики. Пишите комментарии под этим видео в поддержку канала. Ставьте лайки этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!